Сегодня мы говорим с Катериной. Я сейчас нахожусь, ребята, не в Албании, а в Черногории. Это город Бар. Я покинул Албанию несколько дней назад. И сегодня мы на самом деле будем говорить о причинах моего отъезда. И в том числе будем разбираться, говорить про Албанию в контексте уже, может быть, немножко ином. В контексте того, что я уехал. Катерина по-прежнему остается в Албании. И мы немножко будем с разных точек зрения смотреть на эту страну. Вот. А начать бы хотелось бы... А с чего надо бы начать, Катерина, как ты думаешь? С чего самое правильно начать этот подкаст? Ну, ты хотел рассказать о том, свою историю покупки квартиры, почему ты ее приобрел, почему ты ее в конечном итоге продал. Именно так. На самом деле, ребят, в 2022 году, когда я купил квартиру в Албании, мы многие находились в диком стрессе. Вы помните, из каких событий и почему все это происходило. И приехав в Албанию, увидев эти прекрасные пальмочки, прекрасный морской даже воздух, я еще не знал, что порой там несколько мусор любят сжигать, еще не знал об этом. Но тем не менее, прекрасный воздух, море, тепло. Я приезжаю в Албанию и понимаю, да, это оно. Нужно купить квартиру здесь. Как вы понимаете, я был типичным туристом, которому Албания была известна только лишь на поверхности. И я решил купить там квартиру. Вот. И я думаю, многие, приехав в 2022 году, именно так и купили квартиру, по этой же причине. Просто потому что, ну, все, на поверхности все кажется прекрасно. Страна очень райская, если так смотреть, да, и фрукты вкусные, и овощи, и все есть. Почему бы не купить? Вот, и я ее приобрел. И цена что-то, кстати говоря, ребят, была не такая, как сейчас, а гораздо более, я бы сказал так, разумная за то, что предлагалось. Катерина, мне кажется, у тебя схожие причины покупки, да, квартиры были в Албании? Нет, у меня все было по-другому. Моя покупка была осознанной. То есть вот слушая тебя и зная уже твою историю на самом деле за кадром, вот, я прекрасно осведомлена о том, что твоя покупка, она все-таки была спонтанная, скажем так. Она была на эмоциях сделана, она была необдуманная, не осмысленная, а она Да. была именно вот на стадии эйфории, очарования страной, на первой стадии. Тогда, когда категорически не рекомендуется делать никаких покупок. Я тоже, я свою покупку делала, в отличие от тебя, осознанно. И надо сказать, что наши вообще на самом деле две истории приобретения жилья, поскольку мы в одно время купили квартиры, роднит то, что тогда были совсем другие условия. Но вот положа руку на сердце, Албания в то время, весной 2022 года, была намного привлекательнее для граждан Почему? Почему России, так ты считаешь? для релокантов. Во-первых, был безвизовый въезд, то есть можно было приехать и Да. на месте посмотреть. Для Это раз. россиян, учитываю. Да, для россиян. Во-вторых, российский рубль был намного дороже по отношению к евро, а лек Мгм. был намного дешевле. То есть тогда соотношение рубля и лека было 1 к 2, то есть 1 рубль стоил 2 лека. Соответственно, это очень сильно, как сказать, Албания очень сильно выигрывала на фоне всех остальных стран, и жизнь была действительно очень дешевая в Албании. Просто прям совсем. Ну, именно для тех, у кого, соответственно, Да, да, валюта была да, российский рубль в основном. да, да. Далее, самый главный фактор – жилье. То есть я успела заскочить буквально в последний вагон, потому что я приобрела свою квартиру в конце мая, Мгм. и уже начиная с июня, после того, как сюда случился огромный поток русскоязычных и в основном из России, граждан России, которые ехали как раз с целью получения ВНЖ. Вот. И проще всего было ВНЖ тогда на тот момент получить по недвижимости. Вот. Это была самая популярная программа. И вот в этот промежуток как раз, то есть уже ввели безвиз, он начался с 1 мая, и вот до начала июня я успела ухватить достаточно недорогую квартиру, и летом цены выросли буквально, они подскочили, там улетели просто в космос на недвижимость, именно из-за того, что сюда случился большой приток
Россия. Разве летом того же года случилось? Мне казалось, случилось Да, это в начале да, 23-го. Нет, прям летом? нет, нет, нет. Интересно. Да, то есть он начал, то есть увеличился резко спрос, Мгм. соответственно, резко пошла цена вверх. Она прям пошла вот вверх, прям, ну, как бы выстрелила. Вот. И уже в августе месяце я могла свою квартиру, которую я приобрела за 25 тысяч евро, я могла уже ее продавать смело за 40, скажем так. В том То же есть году. Ничего себе. Мне казалось, что только в следующем реально так это. Ничего нет, себе. нет, нет. Вау. Буквально за 3 месяца цена выросла. То есть осенью я А могла потом уже... стабилизировалось, да? Потом стабилизировалось, я так понял, Потом все сразу. стабилизировалось, стагнировалось, цена зависла. Еще можно было осенью, я знаю случаи в октябре, мои знакомые покупали тоже в старых домах по небольшой цене, ну, по такой же, какой я купила. Вот, но это были квартиры без ремонта, скажем так. Мгм, мгм. Если у меня уже такой основной ремонт капитальный весь был сделан, вот, то там люди покупали без ремонта, ну, за те же деньги. Голые стены просто покупали, да, и все. Да. Так что, А, так. мгм. Так что твой выбор был осознанный. А мой, в принципе, я с тобой согласен, был неосознанный, потому что я идеализировал Албанию. А мое главное упущение, наверное, главное разочарование именно в том же году, 22-м, через 2-3 месяца после покупки было, это, пожалуй, ЖКХ, что я вообще не понимал, где что подключать, а более того, даже когда я понял, где что подключать, я понял, что нет никакой фиксированной уплаты за то, что подъезд держали в порядке, скажем так. Мне гораздо удобнее, чтобы какая-то компания, может быть, ну, делала менеджмент как бы моего строения, да, моего этого здания, где я живу. А оказалось, что в Албании это вообще не принято, и все абсолютно на самотеке. И это, к сожалению, наверное, главное разочарование было именно тогда. А у тебя такое понимание, у тебя такого не было, да, разочарования? Потому что ты изначально знал, что этого, в принципе, в Албании не существует, Нет, да? я не знала, как здесь обстоит дело с этим, но это был не самый главный критерий. У меня была мечта всегда приобрести недвижимость на берегу моря в теплом климате, использовать ее как дачу, то есть приезжать туда и жить, допустим, раз в году по месяцу, по два, Ага. и потом сдавать эту квартиру для таких же, там, скажем, курортников, либо в долгосрок. Вот. То есть это была И окей, летняя дача, да, ага. это была идея, и я искала изначально такую вот страну. И, собственно, Албания в этом смысле на тот момент, именно на начало 22 года, потому что уже к январю 22 года я поняла, что это будет именно Албания. Я уже достаточно хорошо узнала все про страну, про то, как приобретается недвижимость и так далее и тому подобное. Вот. И я поняла, что да, это просто вот, ну, как бы То, что идеальный нужно. вариант. Да, это то, Мгм, что мгм. нужно. Это недорогая страна с очень хорошим климатом, это Средиземное море. Я на тот момент не знала, какое состояние моря бывает летом во Влёре конкретно. Мгм, Вот. мгм. Но тогда еще не определилась, что это будет Влёра. Я решила, что я поеду и по месту посмотрю, вот, и уже тогда по месту выберу город для Мгм. проживания. Вот, и поэтому как бы для меня это было вот действительно осознанно, потому что на тот момент она была дешевая, это было Средиземное море, она развивающаяся страна, несмотря на все там проблемы, о которых мы уже много-много раз говорили. Самая главная проблема, которая тормозит развитие, на мой взгляд, это коррупция. Вот. Да, да. Но как бы все равно медленно или быстро, но она как-то какими-то там небольшими шажками, но движется вперед. Да. Она кандидат в Евросоюз. На тот момент Особенно тогда было ясно, да. Сейчас как бы да, менее ясно. Ну, было заявлено, что она вступает вот уже в Евросоюз в 2025 году, то есть про это говорил Евросоюз, про это говорили власти Албании, то есть ничего не предвещало каких-то вот, то есть примерно я получила представление от страны более-менее, и я понимала, куда я еду и где я буду покупать эту недвигу. Никакая другая страна не могла мне предложить такой дешевой недвижимости на берегу, на побережье. ну, Не наверное, если лучше, да? если лучше изучить, еще такие вариации есть. Не знаю, может быть, в том же Марокко, но это, опять же, это 125 не тема тысяч подкаста. евро, 57 квадратных метров.
Я думаю, что есть. Даже в той же Мексике можно найти, мне кажется, по-моему. В Ну, Болгарии, Мексика, пардон, Болгарии можно найти. Извини, Болгарии можно найти точно. До сих пор, даже но сейчас. сейчас можно найти, потому что Болгария после начала именно войны, там стали распродавать жилье те же самые Да. россияне, поскольку они стали терять недвижимость. Мгм. Вот. Да, На только мы тот учитываем, что момент в Болгария там море Болгарии, похуже, она черная. Мгм. да, и оно похолоднее, на тот момент, ну, я не хотела на черном побережье нигде покупать. Мгм. Мгм. Никогда. То есть можно было бы, наверное, купить что-то и где-то в России, но меня Черное море вообще в принципе не интересовало. Или в Грузии можно было, да, тоже за Да. эти деньги примерно. Поэтому, как бы, поскольку у меня это совершенно все... Да, Грузия, ну, тоже там, понимаешь, был момент там... То есть где-то так вот про себя я думала, а может быть и ВНЖ получу, а может быть не получу, посмотрю, в общем, определюсь по ходу уже. Ну вот первоначальная цель была Ну, вот просто такая. все соединилось все в один. То Да. есть ВНЖ, Потом, как это бы, все вместе. Мгм. когда началась война, я поняла, что, наверное, все-таки как хорошо, я еще буду и ВНЖ получать по недвижимости в этом случае, но я не была в этом уверена, надо мне это или нет. Уверенность пришла чуть позже, когда уже квартира была в собственности. Вот, Мгм. поэтому вот таким образом. Но в 23-м году все изменилось очень кардинально, скажем так, Так, а условия конкретно? поменялись, водные поменялись, и поэтому я уже тоже задумываюсь о том, чтобы все-таки, наверное, эту квартиру продавать. Хотя изначально квартиру, как я уже говорила ранее в других выпусках, у меня в собственности с моей родственницей на двоих. И мы планировали, что мы ее покупаем на 2 года, а дальше смотрим, как идут Мгм. дела. Но Мгм. вот как раз к концу, к лету, к осени 24 года пройдут эти 2 года, и, скорее всего, мы ее будем продавать, как и планировалось изначально на самом деле. Сейчас просто еще больше причин для того, чтобы эту квартиру продать в Мгм. Албании. Мгм. Ну, тогда я немножко скажу про свою историю, продолжая мою историю. Да, я покупал реально, Катя это правильно подметила, в суете. Я не думал, на самом деле, что в Албании оптимально жить 2-3 месяца в году. Я думал, тогда я буду прям целый год жить, я там все буду делать, там, не знаю, чуть ли не бизнес открою. В общем, у меня и были изначально нереалистичные планы, потому что я плохо изучил страну, скажем так честно. Вот. Это потом я уже подумал, так, ну 2-3 месяца здесь прекрасно жить, все хорошо. Вот. Ну и когда я это все понял, я сложил в уме, что я наверно, не имеет смысла большого держать эту квартиру, лучше её продать, а если прям мне уж нужно будет, я приеду, буду арендовать в Албании себе квартиру, да. Но главное разочарование, вот ты правильно сказал, что насчет коррупции, но на самом деле от коррупции отталкивается все, включая вот ЖКХ, то, что ты сказал, что непонятно, кто ответственен за какое-то помещение, заканчивая тем, что непонятно, как в нужный срок, не знаю, в течение 2-3 месяцев сказать, чтобы тебе все там оформили, там подключили там счетчики все, потому что у меня заняло это больше времени, чем я изначально планировал. То есть я думал, что это мне будет быстро. На самом деле это заняло очень много времени и сил. Вот. И рано или поздно это привело к разочарованию, в конце концов, у меня лично. Дим, Вот я и продал. я тебя перебью, но вот как ты мне вчера пишешь, не повезло. Вот тебе не повезло, потому что в основном, вот сколько собственников я здесь знаю, которые покупали квартиры давно, 8-12 лет тому назад, у них все-таки другая история. Может быть, это связано с конкретными домами. Да, скорее Да, с всего, новыми это домами, так. может быть, То есть, не да, знаю. Мгм. нужно все-таки очень четко понимать, в каком доме ты покупаешь квартиру и что ты Мгм. за эти деньги получаешь. Вот, то есть надо смотреть, если квартира недорогая, ну, в недорогом доме, то надо понимать, почему она стоит таких денег, почему, как Мгм. бы, какие подводные камни здесь скрываются. Очень часто это, видимо, связано с тем, что, ну, очевидно, что в доме нет администратора. Потому что, например, вот во всех А новых, почти нигде нет, почти нигде нет. Ну в новых некоторых только есть, там в комплексах есть. В основном-то ну, их нет. ну да, в элитных, про элитное жилье сразу однозначно говорим, что там есть, там всем этим занимается администратор, который решает проблемы ЖКХ, подключения и так далее и тому подобное. То есть жильцы вообще про это не заморачиваются. Спроси всех Мгм. наших знакомых,
ну, ты знаешь, о ком я говорю, Да, да. которые снимают квартиры или имеют квартиры вот в таких вот новых домах, у них даже про это голова не болит. Это все делается как бы само собой. Вот, Мгм. и ты спросишь, ну, у них единственная проблема была на стадии заселения, это получение чипа от лифта, я думаю, так. То есть все сводилось Это к этому. тоже, это должно быть решаемым тоже, конечно. Ну, Вот. оно решилось быстро, но я имею в Мгм. виду, что единственная вещь, с которой вот им пришлось там столкнуться, это получение чипа от лифта. Все остальное их вообще не колыхало. Вот. Тем более у тебя квартира все-таки новая, да, ты ее приобрел Была. да, была, ты ее приобрел от первого собственника, то есть она изначально, ну, он не потрудился подключить ее, то есть это такая очень индивидуальная история. Потому что если ты снимаешь квартиру или покупаешь ее уже бэушную, вот, то таких проблем не возникает. Когда снимаешь, вообще обычно проблем нет, потому что ты снимаешь, и весь геморрой, извиняюсь за слово, ну вот, он обычно разбирается либо риэлтором, либо собственником, это все за вас там. Вы просто деньги даете, а остальное они решают за вас. Даже по Ну, счетчикам, по-моему, ничего не нужно ходить, они сами, по-моему, снимают, там разбираются, в общем-то. да, по-хорошему риэлторы должны решать и вопрос с покупателем тоже. То есть они должны проследить, чтобы не было долгов, не было там... Вот здесь я с тобой согласна, что риэлторы не до конца в Албании еще понимают свою сферу ответственности. Они не понимают, что это их ответственность и обязанность, потому Мгм. что если, ну, ты платишь ему деньги за услуги, да, это небольшой там, ну, в размере 1%. Я, например, своей риэлторской конторе платила комиссию. От 1 до 3 обычно, где-то так. Да, но Сумма такая была. продавец платит 3%, 3-4% платит продавец. То есть, в принципе, они получают хорошие деньги. Поэтому они должны проконтролировать все вот эти вещи. Там, подключение, наличие долгов от предыдущего владельца квартиры. Все вот эти вот моменты, мне кажется, это действительно риэлторская ответственность. Мне кажется, не только риэлтор, мне кажется, нотариус тоже должен проверять долги или нет. Или нотариус не занимается этим никак. Этого я не знаю, я не Мне могу кажется, вот. сказать. Да, Ну мне вот кажется, и нотариус тоже не особо выполняет работу, к мне кажется, сожалению. нотариус только заключает сделку, но то, что они здесь не информируют продавца-покупателя о стадиях там перечисления денег, еще чего-то, это, да, это Мгм. общее место, и здесь я тоже с тобой согласна. Это как бы, ну, Все держат то, что в ты неведении, что происходит, да. вечно должен там ходить пинать, и как-то ты вечно в каком-то вот не это самое незнании пребываешь, вечно в Мгм. каком-то вот таком вот ожидании, что там происходит с твоей сделкой, придут деньги, Ты не всегда придут, гадаешь, когда не да. придут. Вот. Это, конечно, большой минус вот этих вот оформлений. То есть здесь можно успокоить людей, что все будет сделано, деньги придут, квартира будет чистой, если сделку оформляет нотариус, если она проходит через нотариус, по-другому никак в Албании не бывает, то вы можете быть уверены в том, что она состоится. Вопрос во времени. Сколько вам Мгм. придется Мгм. ждать? Получение сертификата, получение своих денег, если вы продавец, или получение, если вы Перечисление денег, да. покупатель, да, как быстро там дойдут деньги до нотариуса, как быстро нотариус перечислит деньги, полученные от вас продавцу. Ну, в общем, вся вот это вот, это, Да. конечно, я Диму понимаю, я тебя понимаю. На всех этапах у вас будут проблемы. Вы понимаете, что если у вас нет проблем, как бы вы находитесь не в Албании. Проблемы всегда будут, я вам гарантирую. Вот это 100% будут какие-то проблемы. Вопрос в том, как вы их воспринимаете, ребят. Я просто такой человек, что если у меня один раз такое, 2, 3, 5, я такой, ну все, это конец. И меня уже никогда не переубедишь. Мне не сказать, Дим, все нормально, успокойся, так должно быть, все, меня уже не переубедишь. Если я разочаровался в Албании, все, это уже конец. Может быть, вы не такой человек, может быть, вы такой, да и ладно, господи, ну подожду 3 месяца, там, деньги, там, или 5 месяцев, или пускай там перевод длится долго, я пойду, не знаю, кофе попью, разберусь потом. Но Вот. я вот не Если вы такой такой человек, человек. ты не такой человек? Да, я поспокойнее к этому отношусь, хотя в моменте, на стадии вот этого всего дела, продавец просто, ну, тут еще все от личности, тут очень много человеческого фактора. Вот Да, какая. да, в И Албании так он, всегда. да, и он постоянно, надо быть готовым к тому, что он будет постоянно вылезать.
То есть и вот этот вот человеческий фактор, он где-то в каких-то моментах помогает, ну, как, собственно, и везде, в любой сфере, в любой стране, а где-то он очень сильно мешает. Так вот здесь он, его too much. То Мгм. есть очень тяжело все регулируется каким-то законодательством и все такое, постоянно, так или иначе, все равно вот как-то вот так вот. И То есть, если вы готовы к этому всему, если вы готовы с этими такой нестабильной системой по всем фронтам, да, то вы, конечно, разберетесь рано или поздно. Но если вы такой человек, который привык, как вот я там сделал, все должно прийти, то нет, вы, ребята, вам будет очень тяжело, потому что здесь все зависит от района, от конкретного нотариуса, от конкретного риэлтора. В общем, каждого конкретного человека на любом этапе все зависит. Если где-то что-то запнется, то обычно разбираться будут не эти люди между собой, а вы с ними. Каждый раз будете приходить и говорить: так, где мои деньги, где то, где все. И, скорее всего, если вы это не сделаете, вы можете даже как бы ничего само собой не произойдет. Обычно нужно пинать, пинать. Ну, конечно, это рано или поздно все случится. Вот, мое мнение такое. Я тебя перебил, извини. Нет, ты меня не перебил. Вот, мы говорим как бы об одном и том же, и, в общем-то, здесь вот в этом смысле я согласна. Действительно, все дело в том, как вы к этому относитесь, насколько вы осознанно подошли к покупке и в какое время вы ее приобрели, когда вы понимаете, для чего вам это все нужно. Вот. То есть, если вы перед собой четко поставили цель, задачу и поняли, что для чего вам это надо, какой у вас бюджет, и как бы вот, ну, грубо говоря, подошли осознанно к этой вещи, то тогда все будет нормально. Вот. Да. А к таким вещам я поняла, что вот главная моя цель, она как бы осуществилась, и я ни о чем не жалею ни секунды. Если бы я опять оказалась в тех обстоятельствах, в которых я оказалась в 2022 году, и те же условия были, сейчас они, еще раз повторюсь, очень сильно изменились. То есть в 2023 году я бы не купила квартиру в И Албании. 24-м, мы уже в 24-м году находимся. Да, в 23-м уже я бы ее не купила. Ну и в 24-м тем более. Потому что условия очень сильно изменились. И сейчас и для россиян конкретно, то есть для нас, как для категории покупателей, приезжих, и вообще в целом. То есть цены на жилье очень сильно выросли, они неадекватны тому жилью, которое предлагается за эти деньги. За эти деньги можно купить жилье в другой стране. Мгм. Вот. А, ВНЖ уже тоже там некоторые отказы пошли, я так понял, не всегда все гладко идет. Ну, в основном пошли отказы по Digital Nomad. Это редко, когда касается владельцев недвижимости, но просто я бы не смогла себе позволить эту квартиру. Мало того, я бы, наверное, все-таки выбирала не Влеру, скажем так. Я бы выбрала, наверное, другой город. Вот. Мгм. Хотя на тот момент при всех вот условиях, да, это вот, наверное, единственная проблема. Я бы, наверное, выбрала все-таки не Влёр, а выбрала бы другой город. Если бы я, Например, есть примеры, какой бы город ну, мог быть? я бы что-то поменьше и поюжнее выбрала, наверное, так. Типа Если бы Саранды была или около возможность, Химары. да, если бы была возможность за такие же деньги купить жилье, я бы рассматривала Дерни, Химару, Борщ, может быть, вот что-то Мгм. так. Маленькие городки недалеко Да, Саранды, но не ну в Саранде. это моя индивидуальная особенность, то есть мне хорошо везде, я себя чувствую прекрасно вне мегаполиса, я могу жить вообще, извините, в жопе мира, вот. Хотя я понимаю, что в Албании, например, мне сразу было бы недоступна там половина, допустим, каких-то Вещей. вещей, если бы я выбрала там, ну, и медицинское обслуживание, еще чего-то, потому что эти городки, они мертвые на самом деле вне сезона. Вот, сейчас, Да. ну, то есть я не жалею, что я все-таки выбрала Влёр, потому что во Влёре хотя бы есть доступное медицинское обслуживание, это все-таки город со всеми своими вот атрибутами городской жизни. Вот. Мне бы было тяжело без машины жить в таком вот маленьком городке, хотя Мгм. это вот мой стиль жизни, я люблю. И море там, конечно, намного чище по сравнению с Влёрой. А для меня все-таки море это был главный такой Жить у определяющий моря. фактор. Да.
Вот, А, жить. я про себя хочу сказать, что я вообще тоже ни о чем не жалею. Я просто рад, что я провел суммарно год в Албании. С самого первого дня очень много позитивных моментов у меня было в Албании. И вообще, ну, как бы, последнее видео, которое я снял, было на эмоциях. И, безусловно, я рассказал о минусах Албании, которые про минус Албании, да. Но ведь до этого очень много снял видео о хороших чертах Албании, поэтому почему-то многие восприняли, как будто это видео просто разрывает полностью Албанию. Но это неправда, потому что то конкретно видео было о минусах. А о плюсах я еще думаю, я еще буду упоминать, особенно когда вспоминать, буду ностальгировать, это все. Постепенно минусы будут на задний план уходить. Я просто уверен в этом. Это просто человеческая психика и логика так работает, мне кажется. Вот.